Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня делаем цветок из еврофатина с использованием клеевой сеточки, клеевой паутинки. И обязательно у нас в работе будет использована бумага для выпечки с силиконовым покрытием. Таким образом мы не запачкаем ни утюг, ни поверхность, на которой будем проглаживать. При раскрое обязательно нужно учитывать направление долевое и поперечное. Запомните, по какой стороне у вас лучше растягивается фатин. Сложение производим перпендикулярно долевому направлению. В данном случае я использую классическую японскую технику сложения круглого лепестка. Многие с этим знакомы, вы можете использовать в данном случае, кому удобно, пинцет. Мне удобно складывать вот так вот, без использования пинцета. В принципе, тоже нормально получается. Вы видите, что складки сейчас не сопротивляются, аккуратненько складывается ткань, потому что мы правильно изначально сложили первоначальный квадрат. И вот теперь мы будем использовать свойства поперечной нити. Она у нас легко растягивается, и вот в этом сложении двойном у нас лепесток хорошо растягивается, можно создать волны и одновременно его утончить вверху. Он будет легкий, тонкий и очень смотреться изящно. Сборку вы можете осуществлять так, как вы хотите. Можете на основание фетровый кружочек собирать, или же вот как я сделаю на помпончик. Сначала я приклеиваю верхний ряд, потом в шахматном порядке между двумя лепестками верхнего ряда подклеивается лепесток нижнего ряда. Вот такой утонченный, легкий, одновременно изящный цветочек получается из еврофатина. Кому сложно работать в сложении, можете воспользоваться шитьем. В виде лодочки прошиваете отрезок, сложенный отрезок, закрепляете, отрезаете кончики торчащие, можете огнем их подпалить и спаять внизу в основании. И все, а дальше работаете так же, как и с предыдущим вариантом.
Хотелось бы акцентировать внимание, что такие цветы получаются именно из еврофатина, так как он самый мягкий в категории фатинов и поддается легко изгибу вот в случае клеевого варианта. Из других видов фатинов у вас получится просто круглый лепесток без утончения и изгибов. Что ж, большое вам спасибо за внимание. Творите с удовольствием, от души и для души. Пусть у вас все в жизни складывается хорошо, творческих вам успехов, здоровья, счастья, любви и хорошего настроения.